Буревестник– это российская крылатая ракета с ядерной энергетической установкой. В официальной трактовке ее главный козырь– практически неограниченная дальность полета и способность долго маневрировать на малых высотах предсказуемым маршрутом, обходя эшелонированную систему противоракетной обороны. Впервые проект был представлен президентом России Владимиром Путиным 1 марта 2018 года в послании Федеральному собранию среди 6 новых систем. Тогда же прозвучал тезис, что никто в мире не имеет ничего подобного, а дальность не ограничена. Эти формулы с тех пор стали частью официального нарратива вокруг ракеты. С инженерной точки зрения речь идет о низколетящей дозвуковой крылатой ракете, которой маршевую тягу обеспечивает компактный ядерный реактор, вариант ядерного прямоточного воздушно-реактивного двигателя или иная схема нагрева воздуха для сопла. Пуск с наземной наклонной установки с отделяемым разгонным ускорителем. Далее включается ядерная силовая установка, обеспечивая длительное баражирование и сложный маршрут. По габаритам ракету часто сравнивают с Х-101-102, но масса и внутренняя компоновка иные, из-за реактора и системы защиты. Эта картина складывается из открытых брифингов и аналитики по кадрам испытаний и макетам. Идея ядерного прямоточного двигателя не нова. С 1957 года по 1964 в США ввели проект Project Pluto, где отрабатывался ядерный прямоточный двигатель Тори. Концепт давал фантастическую дальность и время полета, но имел две проблемы – рост эффективности межконтинентальных баллистических ракет и колоссальные радиологические риски, радиоактивное облучение трассы полета и утилизация реактора. Проект закрыли как политически и экологически токсичный, а также менее рациональный на фоне прогресса по ракетам-носителям. Именно на этот исторический опыт сегодня ссылаются критики «Буревестника». В России, по официальным заявлениям, поворот к разработке ядерной крылатой ракеты связывают с политикой США в области ПРО и выходом Вашингтона из договора по ПРО 1972 года. Логика такова. Если ПРО теоретически может перехватить ограниченное число траекторий межконтинентальных баллистических ракет, то непредсказуемая дозвуковая крылатая ракета, со сколь угодно долгим полетом, создает для противника неразрешимую задачу по времени, маршрутам и носителям. В этом смысле «Буревестник» – демонстративный политико-технический ответ на стратегию ПРО. С 2016 года в открытых источниках фиксировалась серия пусков и подготовительных работ с очень скромной статистикой успехов. По оценке профильных наблюдателей, в большинстве из них они были американскими, то до 2024 года у ракеты было как минимум 13 известных испытаний, и лишь 2 из них можно считать частично успешными. Это объясняет чудовищной технологической сложностью компоновки реактора плюс планер крылатой ракеты и проблемами надежности. Одновременно аналитики по спутниковым снимкам отмечали признаки развертывания инфраструктуры под буревестник, например, район Вологда-20 и активность на Новой Земле. 8 августа 2019 года произошел инцидент на полигоне под Неноксой, Архангельская область, с гибелью специалистов Росатома и кратковременным радиационным всплеском. По совокупности признаков происшествия связывали с операциями вокруг ядерного узла перспективной ракеты. Версий было несколько. Испытания, подъем изделия со дна и тому подобное. Эпизод стал одной из главных темных страниц проекта, припив за ним в западной прессе кличку «Летающий Чернобыль». В октябре 2023 года Владимир Путин на заседании клуба «Валдай» заявил, что испытание проведено успешно. Западные СМИ тогда подчеркивали отсутствие независимого подтверждения. Опять-таки они искали, видимо, американского подтверждения. Ключевой скачок инфоповестки – сообщение октября 2025 года. Минобороны РФ и начальник Генштаба Валерий Герасимов докладывали Путину об испытательном полете 21 октября на 14 тысяч километров продолжительностью около 15 часов с вертикальными и горизонтальными маневрами и подтверждением характеристик обхода системы ПРО. Международные агентства передали это как успешное испытание ядерной крылатой ракеты, подчеркнув, что Москва рассматривает переход к развертыванию комплекса. Смысл и место в ядерной доктрине. Если верить заявленным характеристикам, буревестник закрывает нишу оружия возмездия длительного патрулирования. Возможность часами или сутками висеть вне зоны поражения, выбирать окольные маршруты, заходить с неожиданных направлений, поражать цели уже после исчерпания первого обмена ударами или прорыва в глубину. В этом качестве он дополняет ядерную триаду, а не заменяет ее. Межконтинентальные баллистические ракеты остаются быстрее и надежнее для массированного удара. Беспилотные летательные аппараты и крылатые ракеты с обычными двигателями дешевле и безопаснее. Буревестник же – демонстративная симметрия против ПРО и политическое послание, что попытка обнулить российский оборонный потенциал обречена. Эту интерпретацию подтверждают официальные формулировки о неуязвимости для существующих и перспективных систем ПРО и ответе на действия США в сфере ПРО. Как же технически работает буревестник?
Сценарий полета – это вначале старт твердотопливным ускорителем, набор высоты, разгон, затем переход на ядерную силовую установку. Ядерный реактор служит источником тепла. Нагревая входящий поток воздуха, он создает реактивную струю без расхода традиционного топлива, что теоретически дает практически неограниченную дальность до исчерпания ресурсов материалов. Ракета летит на высоте десятков метров, повторяя рельеф, уходит от РЛС, дробит маршрут на криволинейные участки, меняя эшелонный курс. Но у схемы есть ахиллесова пята. Двузвуковая крылатая ракета по определению медленна. При обнаружении ее можно сопровождать, а при наличии времени перехватить ПВО ближнего или среднего действия. Поэтому ставка делается на скрытность маршрута и время, а не на скорость. Эту логику критикуют западные эксперты. Неуязвимость преувеличена, а издержки огромны. Критика и риски ракеты. Первое. Это радиологическая безопасность. Главная претензия – потенциальные выбросы радионуклеидов в полете и судьба реактора после выполнения миссии. Исторический опыт проекта Плуто показывает, даже при успешных огневых испытаниях экологические последствия делали концепцию политически неприемлемой. В мирное время серийная эксплуатация радиоактивного самолета-ракеты – рискованный прецедент. Инцидент в Архангельской области усилил эти опасения. Цена и сложность. Сложнейшая силовая установка, экрано-вакуумная теплоизоляция, биологическая защита, автономная система управления длительного полета, созданная под высокую радиацию. Все это ведет к дороговизне и низкому коэффициенту готовности. Статистика испытаний до 2024 года подтверждала технологическую вязкость проекта. Даже сообщение 2025 года о дальнем 15-часовом полете не отменяет вопроса, как часто такая ракета будет готова к пуску и каков ресурс ее в реальной эксплуатации. Военно-стратегическая эффективность. Звуковой носитель с длительным подлетом более уязвим для эшелонов ПВО и ПРО ближнего действия, а значит его неперехватность – функция скрытности, а не неуязвимости. На фоне гиперзвуковых баллистических ракет и маневрирующих планеров долгоживущая крылатая ракета выглядит нишевым инструментом психологического и политического сдерживания, а не сердцем ответного удара. Этот тезис часто встречается в независимых обзорах и медиакомментариях после октябрьских новостей 2025 года. Эскалационные сигналы. Публичные заявления о практической неуязвимости и демонстрации дальних полетов вплетаются в общий фон ядерной риторики и учений. В международной среде это считается как сигнал давления на фоне боевых действий и дискуссий о ПРО, что отражено в репортажах ведущих в большинстве своем западных агентств и политических реакций. Что говорил Путин? В 2018 году послание Федеральному собранию. Впервые представив буревестник, Путин заявил, что Россия создала и испытала систему с ядерной силовой установкой и неограниченной дальностью. Никто в мире не имеет ничего подобного, а любые системы ПРО становятся бесполезны. Эта риторика была адресована США и НАТО, как демонстрация обхода ПРО. Здесь и далее цитаты пересказываются близко к тексту в пределах допустимой длины. В октябре 2023 года на заседании клуба «Валдай» Путин сказал, что испытание ракеты прошло успешно. Независимых подтверждений тогда не было, что отмечали западные СМИ. В октябре 2025 года на совещании с военным руководством Путин в контексте стратегических учений подтвердил успешный пуск 21 октября и назвал буревестник качественным скачком и ответом на действия США в сфере ПРО. В сводках цитировались и слова начальника Генштаба о 14 тысячах километров за 15 часов. В медиа прозвучали формулировки про непобедимость, невозможность перехвата. Почему России может быть нужен такой класс оружия? Первое – это политическое сдерживание и сигналы, демонстрация технологической дерзости и готовности вкладываться в асимметричные ответы на ПРО. Это работает как инструмент давления в переговорах по стратегической стабильности и как внутренняя мобилизационная повестка. Второе – это операционная гибкость. При удачном сочетании скрытности маршрута, низкой высоты, длительного патрулирования и сложного профиля – это возможность поражать цели вторым эшелоном, добивать уцелевшие узлы управления и инфраструктуру. Третье – это, естественно, психологическое воздействие. Сценарии долгого патрулирования создают для противника постоянную неопределенность, где находится ракета и куда она повернет через часы, сутки или даже месяцы полета. Но эти плюсы не отменяют противопоказаний. Радиологические риски, сложность эксплуатации, высокая цена и спорная добавочная ценность относительно других средств сдерживания. Вопросы, на которые у проекта еще нет публичных ответов. Точная архитектура реактора и радиационная защита. Как достигается допустимый уровень выбросов в полете? Что происходит с реактором после применения или аварийного завершения? Устойчивость электроники и приводов к радиации. Как обеспечивается надежная система управления в долгом полете? Реальная стоимость цикла. Сколько стоит 1 час патрулирования такой ракеты с учетом обслуживания, хранения и утилизации? Сценарии развертывания. Где и как эти комплексы будут стоять на боевом дежурстве? Каковы требования к позиционным районам? Транспорт, защита, энергопитание, безопасность. Итог, буревестник – это все-таки символ и инженерный вызов.
Буревестник – редкий пример оружия, где политический символизм не менее значим, чем тактико-технические характеристики. В инженерном плане это попытка реанимировать забытый класс ядерной крылатой ракеты, бросая вызов урокам Плутона. В политическом это послание. Россия готова инвестировать в системы, которые по ее замыслу обнуляют смысл ПРО и возвращают стратегическую взаимную уязвимость. После сообщения октября 2025 года о 14-тысячном дальнем полете можно говорить, что программа преодолела ключевой барьер – демонстрацию дальнего полета. Но остаются вопросы про серийность, режимы несения службы, безопасность и реальную военную ценность в сравнении с уже имеющимися компонентами ядерной триады. Критики видят в буревестнике скорее инструмент политико-психологического давления и парадную новинку, чем массовое средство ядерного сдерживания. Сторонники же – асимметричный меч, нависающий над любыми системами ПРО. Будущее покажет, какая из этих интерпретаций окажется ближе к реальности. Многое будет зависеть от темпов развертывания, надежности, эксплуатации и международного контекста.